Да. Налево опять иду. Нет, все. Все. Сейчас, ребят, еще 2 секунды и уже все найдем. Алло, Русь, привет. Я забыла спать. Входим из дома, когда мы снимать плиту стою, да. Направо, пошла чуть-чуть направо. Налево, то есть смотри, спиной к лифту. Сначала пошла чуть-чуть направо, потом пошла сразу налево. Да? Да. Иду налево. Тебе чай налить? Кофе. Кофе? С Да. молоком? С молоком. И без сахара. Серьезно? Да. И когда ты стал пить кофе без сахара? С тех давних пор. Твою кружку? Да, мою. Самую любимую. Хорошо. Так, смотри, Ростислав, Шапки, вот они. шапки точно надо. Вот смотри, короче, здесь и твоя шапка, и все шапки. Ну, вот это, Да. сейчас, подожди, Все, давай. это пойду. может сюда. Так, это картина. Картины надо. Вот это вот. Это Это картина, я еще. О, а что, она у нас такая мятая? Такое. А тут сколько подходов ты делаешь? Подходов я делаю 3-4. Ну, даже Ага. надо как-нибудь прийти к тебе посмотреть. Если я бываю, делаю спину. Есть такая штуковина. Типа, раздвигаешь. И ты чувствуешь грудью, а лопатки двигаются и расширяются.
Я знаю такую штуковину, я когда-то давно занималась, очень хороший тренажер. Да. Вот это что такое? Это что такое? Это доп. Одежды написано. Это шапки здесь что-то, вот шапка что-то. Что значит доп. Одежды? Дополнительно такая. Да, ну здесь одежда целая. Это не Вот новое. перчатки. Это перчатки. Это, может, это вообще не наше. Нет, там написано, здесь регламент. А, это типа хозяйственное все. Хозяйственное пока не надо, да? нам? Артем, тут, короче, всякое хозяйственное. Пока не надо, да? Ну да, зачем? И теперь лишнее, пойдем посмотрим, что вставляем. А что-то у нас тазов мало, вам не кажется? А они еще где? О, кажется. Где еще? Кто? Тазы. У нас же Вот же были- тазы. Вот тазы. Это мало. У нас было еще ведра, еще тазы. Вот ведро. Вот это что? Должно быть 2 ведра, кастрюли. Нет, здесь половина. Надо распаковываться будет. А, вот это что такое, Катя? Ты с кем подружился? Ну, я и в прошлом говорил, да, с несколькими ребятами. Кто тебе понравился? Мне в основном понравилась девушка с красными волосами. Ее зовут Элиза Молчанова. Ты Да. прям так выглядел. Девушка с красными волосами. Мгм. И у нее, кажется, есть бойфренд Артем Горбунов. Ты смотри. Какие еще факты ты знаешь? Налево! Раз, два. А будем отталкивать. По идее, должен быть. Ну, только если один. 11. Да, он один только На, и держи, идет. Денис. Сейчас только двери не делали. Что за люди? Поехали, мой маленький. Спокойно. Спокойно. Я держу. Да, ты как хочешь его хлопнуть. Так, давайте по очереди. Сначала... Сначала он сам заедет. Да. Ладно, да. Да, чтобы он сам заехал и все. Ну, очень обидно, они же дают стиль какой-то. Пробовали пэдалборд? Что такое? На пэдалборде пробовали кататься? Пэдл? Пэдалборд. Такое, это стоишь... и- Каталась, это О, я это. в Черногории. Это такая доска? Да, доска и гребли. Весло. Но я не так. Я на коленях. Ой, на коленях? Да, на коленях стоишь, когда боишься.
Стоишь ну, на коленях. можно и на коленях, А можно и еще сесть стоя. на попу. И Да, тоже. и стоя можно. Пробовали? Я пробовала. Я не умею плавать, я боюсь. Ничего страшного. А я умею. Ты умеешь? Ну так себе умею. Пэдлбол. А что вы все так приехали? Да. Здравствуйте, режиссер. Что снимаем? Реквизит приехал! На, это тебе письмо. Письмо! Да, спасибо. Да, Лена. Давайте все сюда пока. Сюда подай мне, пожалуйста, мои башмаки. И ложечку. Суповую. Суповую ложечку, да. Шутник. А здесь, знаешь, интересная вещь? Я что-то вспомнила, что мы вот с Султановой что-то разговаривали там после первого, после второго года там. Ну, типа, как ты там, что у тебя меняется в жизни? Ну, много меняется в жизни, но самое смешное, что у меня, например, понизилась толерантность к тупизне вот обычной. То есть, если я раньше, ну, как-то более-менее сочувственно, то сейчас, после того, как я работаю с ребятами, я стала намного менее толерантна к тупости такой бытовой, короче, обычных людей, без особенностей. Я прям не могу, меня выстегивает намного больше, чем раньше. Такой, знаешь, обратный эффектик. Почему? Не знаю, ну просто, понимаешь, я когда, я не знаю, потому что когда с ребятами работаешь, это кайф, как бы, там все так по-честному, и как бы тебе, как сказать, они, не то, что не тупят, а, это какая-то чистая работа, понимаешь, такое чистое ощущение. А когда ты смотришь, что в обычной жизни, человек, который может, у которого возможностей вообще намного больше, тупо, там, физиологически, да, там, социально, там, по данности, да, нашего общества, и человек просто какую-то херь делает, ты думаешь, ребята, есть люди, которым гораздо хуже. Это, в принципе, нормальная тема, думать про людей, которым гораздо хуже. Но когда ты с этим сталкиваешься, вот так, один на один, и там люди круче себя ведут, и они класснее, и они какие-то вещи делают вообще волшебные и прекрасные, которые тебя восхищают. И тут такой человек просто тупит, безбожный такой. Вот. Утекает из рук песок, изменил свой таймлайн, повернул время реки спять, затем сдвинул скалы. Пока не начался шторм, пока не прогремел гром, успел совернуть свои недостатки, и я вернулся. Бегу, держась за поручни вечно, отвлекаю исходов из прошлого. Думал, что смогу исправить, так исправлю, ведь под именем я лидер. Что я сделал не так в своей жизни? Я решил взять и написать. То есть я никогда не писал песни, потому что были мысли, а песни не писались. Это был тот час до развода мамы и папы. Я взял что-то, подумал
и говорю, я опять что-то буду писать песни. И до меня уже дошло. Я никогда этого не делал. В итоге я взял самый первый лист и написал песню. Иду по улице, иду. И дальше пошла. За временем по полугодия. И вот. Ну, не знаю, вообще, знаешь, это такая сложная штука, вот даже, помнишь, ты говоришь, как вы их называете? И вот это, я с этим вопросом вообще бьюсь уже с самого начала, это кошмар. Ну, потому что, типа, окей, раньше мы могли говорить, ну, типа, там, менее профессиональный, более профессиональный, но в нашем случае это вообще так нельзя говорить, потому что у нас, которые, типа, более профессиональные, это даже не все актеры. Потому что есть Ира, которая фотограф, есть Дарья, которая вообще там мульти, там, да, Артур там мульти. Короче, все такие сложные, и как бы сейчас говорить, что типа вот есть там более-менее, нет, уже как бы на актерском плане уже все сравнялись. И короче, я до сих пор не знаю, как вот, как говорить. И мы так с Борей, ну, еще тогда я помню, когда вот я ездила к нему на, как это называется? На тренинге, ну, типа вот на ту резиденцию в Питере. У них тоже был этот вопрос, ну, типа, как называть ребят. И вот они тоже, вот они так, короче, я... Особый, это тоже дурацкое слово. Ну, как бы я как бы толерантно мы говорим, ну, типа, я там для всех говорю, там, люди с особенностями развития, или там, типа, особые ребята. Но, ну, типа, это тоже неправильно же. Ну, типа, особый, это же каждый человек особый. Вот. Ну, а особенно нельзя, конечно, говорить с ограничениями. Вот это меня раздражает сильно, когда люди начинают говорить с ограничениями. То есть непонятно еще, у кого ограничения, между прочим. Ну, вот. Поэтому, да, вот до сих пор мы не договорились, короче, как называть. Ну, мы говорим «ребята». Это такая идиотская такая штука, но мы между собой говорим «ну, вот ребята». Ну, типа, ну, мы все ребята, как бы, пионеры. Ну, вот. Я тебе принесла твой костюм, да? Вот, и к костюму ты уже примерил, как ты знаешь, да? К костюму вот, новые ботинки. Давайте примерим, попробуем, посмотрим. И, может быть, даже давайте пиджак, что ли, примерим. Да? Посмотрим. Все вместе. Все, ну встань, хоть на кого походи. Удобно? Угу. Точно? Да, удобно. Так, у нас, например, все это будет. Сейчас не втиснется, наверное, да? О, за кофтой. Ага, ну, не это. Ну, нормально. Все, как бы черное, фиолетовое, нормально. Мне нравится. Мы специально для спектакля всем покупаем обувь, да, чтобы ты не в своей была, а чтобы у тебя специально для спектакля была отдельная пара обуви. Да, и у нас была художник Оля Павлович, она придумала, что у нас у всех будет обувь такая спортивная. Поэтому у всех свои кроссовки. Примерно похожие, но в таком духе, чтобы было удобно там бегать, прыгать, всякое делать. Да? Да. Вот, и что твои кроссовки — это тоже твоя ответственность. А также носочки. Хорошо? Можешь сегодня попробовать в этих, кстати, красочах поработать? Посмотреть, как тебе в них. Пожалуйста. Знакомство можем? Ребят, у меня предложение к вам. Ростислав, ты готов? Да. Вот смотри, у меня предложение. Давайте сегодня поздороваемся и начнем репетицию со следующего. Каждый из вас, у кого есть желание, подходит, ну, желательно, чтобы все. Понятно, тогда мы начинаем двигаться, да? Кого мы встречаем, там, с тем здороваемся, говорим свое имя и делаем какой-то жест. И делаем Да, и жест. желательно Спасибо. встретиться со всеми за период, да, этой прогулки. Лена. Вот так.
Мой жест вот такой. У! А твой? Да. Лена. А ты? Да. Мой жест вот такой. Вот так. А твой жест? Денис. Ой, ой. Ростислав. Ай, Дарья, я знаю. Это вот. А я Маша. Али. Я знаю, не знаю, буду. Ростислав. Лена. Лиза. Знакомься со всеми. Лиза. Лена. Ростислав. Ой. Спасибо, Маша. Да, Маша? Я Лена. Али. Рената. Катя, какое плохое, плохое какое. Мои слова. Что? Я не понимаю. Какие злые слова. Нет, не так. Точно, мой воображаемый друг не такой. Он не хочет. Мой друг, я бы сквозь слезы рыдала. Не. Успокаивала саму себя. И не уходила из роли. Я хочу фильм и точка. Мы же люди. Мы должны защищать от лишних проблем и угроз. Много вы понимаете, Катерина. Я сильно не... Я сильно нервничаю из спектакля. Вот так вот. Вы должны меня понять. И все. Спасибо. Вот, я, получаю всегда претензии. У меня сплошные претензии. Лена получает типа: Лена, ты моя лучшая подружка, я тебя так люблю. Вот, а я получаю... Вот. Катя, мне все равно, только взрослые подросли, обижают слабых детей и оскорбляют. И, конечно, кидается словами: не надо на меня с других детей сравнивать. Вот я его пытаюсь найти, про то, что Катя, вы конфликтный человек. Это новое. Самое знаменательное, знаешь, это не письмо. Самое знаменательное, это было потрясающее однажды событие, когда, на репетиции была игра, надо было через речку переехать. Надо было там скоординироваться, то есть, один человек там, несколько человек на плоту, да, и только вместе, можно друг за друга держать на другую сторону речки. И, все перешли, и остались мы с Машей на этом берегу. И, я говорю: давай, она говорит: я с тобой, я с ней не буду. Не то, что с тобой, с ней. Я с ней не буду. Так это для всех. Я говорю, говорю, Маша, это условия игры такие, понимаешь, если по одному, то мы утонем. Я говорю, если один человек, он утонет. ты утонешь. Она такая разворачивается ко всем и начинает: она мне смерти желает. Вот это, по-моему, самое знаменательное. Ты с ним тоже будешь работать, давай все трогать, смотреть. Вот, это у нас, смотри,
искусства. Это выглядит как кастрюли и тазики, а на сцене у них своя роль. Ты увидишь, Халик знает, да? Да, вот. Что у нас Вот смотри. будет... Смотри, это будет для того, чтобы мы пили там. Оркестр Это, делает. да, оркестр мы делаем. Вот это предназначено для кофты и разные Шапки. А шапки могут пустить? Да. То есть у нас там будет такая сцена, когда какая-то ярмарка, праздник. И кто-то из актеров вынесет в этих тазиках одежду. И мы будем выбирать, какая одежда нам нравится. Она больше не подруга. Настроение. Вот у меня еще есть для коллег. Песня для всех коллег. Вот. От Маши. Самая прекрасная песня. Я прочитаю это сейчас, ладно? Мужиков надо любить, мужиков надо ценить. Он мужчина хоть куда, а ты все смотришь не туда. Как за каменной стеной была бы ты его женой. Не хочешь? Все. Мужиков надо любить, мужиков надо ценить. Он мужчина хоть куда, а ты все смотришь не туда. Хочу правду рассказать, не буду в душе скрывать. Ложь замучила меня. Мужиков надо любить, мужиков надо ценить. Он мужчина хоть куда. Почему? Ушла беда. Она выбрала его и мне не сделать ничего. Мужиков надо любить, мужиков надо ценить. Он мужчина хоть куда, а ты все смотришь не туда. Вся любовь уже прошла, она вспомнила тогда, что не ту дома и... Та я так вистаю. Не, я 3 раза пытался вырвать, но мне было... У тебя нет этого, как Роза Ауэзова мама говорит, это замыкание. Если ты чересчур хочешь... Она же, как сказала Саяра, да? Ага. Психологические усилия. Нет, социальный. Нет, социальное это то, что у наших ребят. А вот это вот Нет, там какое-то слово. про перфекционизм. У нас как бы куратор Борис Павлович, да, такой Боря, не вопрос, все Борю любят, все Борю уважают и так далее. И вот в какой-то момент, ну, типа, мы думали, какой там сюжет, такой, так, короче, и типа, там мы что-то предлагаем, и как-то оно все тухнет, короче, вот понимаешь, в обсуждениях тухнет. Ну, типа, мы звоним Боре, там в один день собрались, в общем, там, это Вовнова, я, там, Дарь, по-моему, еще была, что-то мало было людей, ну, короче, вот так. И, в общем, мы звоним Боре, и Боря такой занятой человек, он как бы где-то там находится, он где-то там в Брюсселе, понимаешь, на выставке Брейгеля находится, он там с гастролями, и он такой нам говорит, ну, вот, ну, я не знаю, ну, возьмите хоть Брейгеля.
И я помню, что меня это взбесило в тот момент вообще жестко. Ну, то есть я думаю, ну, чувак, ну, блин, ну, что значит хоть Брейгеля? Ну, при чем тут Брейгель вообще? При чем тут мы и Брейгель? Ну, типа, мы там хотели там что-то такое, там, типа, казахское или... Ну, понимаешь, да, чтобы это, ну, как бы со всех сторон, чтобы это было такое, типа, мало того, что инклюзивно, еще и, типа, с национальным колоритом там, и вообще молодцы, понимаешь? И тут Боря такой, ну, хоть Брейгеля возьмите, и я помню, просто, я думаю, блядь, Боря, можно чуть, ну, вот как бы можно хоть чуть-чуть подумать побольше об этом. Ну, то есть, и она вот так вот, типа, с легкой руки, короче, вот хоть Брейгеля, вот она так и поехала. И я помню, что я очень долго ходила, возмущалась, и я прям сралась ужасно с Лавновой на эту тему, что... А она такая, ой, как классно. И я ходила, говорю, ну, вы мне объясните, почему Брейгель? Вот как только вы мне... Вот хотя бы один аргумент мне приведите, знаешь, почему именно Брейгель? Почему, я не знаю, не Ротко, да, там, почему не, я не знаю, не да Винчи, ну, вот почему Брейгель? Потому что Боря в этот момент стоял у картины Брейгеля и сказал, ну, вот Брейгеля возьмите. Ну, как бы, нет, я понимаю, что это счастливая случайность, но на тот момент меня это просто выстегнуло, вот, знаешь, до глубины души. Вот, и у меня долго был протест, на самом деле, почти до самого спектакля. Я когда-то очень ее сильно любил. Как сильно? Что ты чувствовал? Я чувствовал к ней симпатию, к равнодушию. Но бывали такие неприятные иронические истории. Я с ней в школе за деревом целовался. Да. По-моему, это было очень прекрасно. Но я ее никуда не приглашал. Мороженое ей не покупал. Вот и закончилась любовь. Да. Наш центр уникален тем, что здесь инициатива была снизу. То есть сначала мы вот встретились В 2008 году. Да, А у вас тоже, да? Да, Ну да, но моя дочь вышла. Дочь. Да, мы вот этот костяк, мы встретились давно, в связи с тем, что у нас такие дети. Катюша, в гости. Дайте мне косы из Пикассо. А, нет, туда? Вот такого вы не придумываете, да? У нас блинчики и чай. Максимум сосиска. Может, пойдет он пусть домой? Ой, как вкусно. А, хорошо. Такой надежный. Я у своей дочери обнаружила в 1,5 годика, и именно вот ранняя диагностика, она позволила рано ее вытащить. Сейчас она обучится в обычной школе, Как вы физматрице. обнаружили? Потому что вы специалисты? Нет, у меня просто в моем этом окружении у нас подружки, вот нас 4, мы одновременно родили, и вот детки, мы общались, когда вот в гостях или там на площадке или дома. Я просто видела, как моя дочь отличается по поведению от других детей, вот от детей моих подруг. И даже не я сама как бы заметила, мне подруги говорили, что почему она вот так делает, почему она вот... А скажите, вас это ранило? Вы закрывали? Нет, конечно, ну это ранит любого родителя. Признать то, что у ребенка что-то не так, это большой стресс. Но не признать это еще большая глупость. Поэтому вот успех добиваются у нас те родители, которые умеют вовремя признать и принять проблему. Рисунок это будущее я.
И тут написано спустя 10 лет. Это как раз таки мне будет 31 год. Тут такие очки. Борода. И продавал такую форму головы. Вы и видели на моем телефоне. До периода, пока ребенок учится в школе, да, пока вот этот вот период заканчивается, когда ребенок закончил школу, домашнее обучение, потом уже родитель то ли комплексуется куда-то выходить, то ли что. Либо эти дети сидят дома, либо они в специнтернатах, наверное, мне так кажется, не знаю. Либо уже, если там же есть вот грань, да, между, если не аутист, то раньше шизофрению ставили, да. Может быть, они в психиатрических лечебницах, я вот не знаю, где-то вот там, потому что, действительно, это вот или тяжело очень. Больше скажу, потому что он взрослый. Дело в том, что вот когда он был маленький, вообще никаких центров не было, и вообще диагноз аутизм не ставили, такое слово даже не знали. Ставили там задержка, там всякие вот такие вот, даже психиатрические такие вот диагнозы. И я думаю, что и лечили тогда вот этими лекарствами психотропными. С мамами ходят, даже наших знакомых, которые у нас в центре были, но не выдержали этой работы, потому что маме очень тяжело работать. Поэтому и... Аллас, привет, скажи. Привет. Как дела? Привет. Нормально. Все хорошо? Да. Когда следующий спектакль, знаешь? Да. 25 декабря. Спросили, вы знаете? Да, 25. 25 декабря? Да. Угу. Ты куда сейчас собираешься? Ты куда идешь? Аллас, иди сюда. Куда идешь? На урок. А что за урок? Заторопился. Наверху иду. Наверху, а как урок-то называется? Нет, в класс иду. В класс идешь. Сейчас у нас будет консолидация. Ух ты. Скарлыгаш, будем обсуждать, кто тебя вел. А сейчас обед у вас, да? Да. Приятного аппетита! Спасибо. Ладно, спасибо. Я тоже в команде была, но только я ходила как волонтер. Я приходила здесь, а потом уже, когда в 2003, да, Чай где-то. Дилаш. Все. Кто поел, тот сидит, разговаривает. Давай, можешь общаться. Да. А у тебя дела? У нас все хорошо. Играем? Да.
Отвечай. дела? Давай, а вот ну, тогда ты с Ауэской. Какова у тебя Ифат, с Ауэской. А у меня дела нормально. Какова у тебя дела? Нет, где? Пришел. А у Нет, повернись. а у тебя как дела? Нормально. Чем ты? Нормально. Чем ты любишь заниматься? Я люблю заниматься Спортом. спортом. Каким? Спортом, Ладно. футболом, Еще. футболом Классно. и все. Классно. И еще чем любишь заниматься? Еще прыгать. Прыгать на вот этих штуках. Пели там Тебе понравилось? Россия жизни строгой, какой идти дорогой, куда по свету белому отправиться с утра, иди за солнцем следом, вот этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогой у добра, иди за солнцем следом, вот этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогой у добра. Забудь свои заботы, поверь, это идет. Техничка, да судьба себя ведет, не как сестра, но если друга худо, не уповай на чудо. Пришли к нему всегда, иди дорогой добра, но если с другом худо, не уповай на чудо. Пришли к нему всегда, иди дорогой добра. А сколько будет разных сомнений и соблазнов, не забывай, что это жизнь не детская игра, ты проживи соблазны, свой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогой добра, гони соблазны, свой закон негласный. А ты тоже пиши давай. Это для всех. Это для всех, то, что как уважать коллег. Хочу напомнить, как уважать коллег. Давай, Катя, внимание. Мы должны каждый день это перечитывать. Напоминаю, как уважать коллег. Первое. Всегда держитесь с достоинством. Вот, это мы можем, мне кажется. Второе. Уважайте окружающих вас людей. Третье. Следите за собой. Что неразрывно связано со вторым. Четвертое. Не думайте, что остальным все дается легче. И пятое. Будьте хозяином жизни. Вот так. Мне кажется, Катя, надо в остальные театры переслать. Дружно. Ну вот пока у Казбека болит нога, будет Ростислав играть. И Ростислав вообще всегда у нас будет теперь в группе. Да, Ростислав? Вот. Ну познакомьтесь. 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 Спасибо. Короче, Казбек, все ли правильно он одел? Что не хватает у него в костюме? Посмотри. Вот это. Что еще было у него? Шапка? А шапка? Шапка? Шапка была же? Нет, А, где она? Вон она, я тебе сейчас дам. Вот еще. На. Спасибо. Как это? Смотри, теперь, ну-ка. Ага, классно. Но теперь тебе надо правильно одеть это. Это так. Можешь вот эту шапку одеть Ростиславу? Давай. На. Одевай. На. А ты сам прям одень сам. Правильно? Калай, как? Нормально? Динамит. Как? Да, нормально. Ну все, давайте обнимемся.
Короче, когда у тебя нога пройдет, Ростислав, когда нога у тебя заживет, придешь к нам в театр. Будем вместе работать уже с Ростиславом. Хорошо? Все. Что, ты волнуешься? Нет. А? Ты волнуешься, что? Это так сильно. Не так сильно? Да. Все будет хорошо. А ты придешь, приходи 20-го на спектакль. Приходи на спектакль. Посмотреть, как Ростислав работает. Ладно. Ну все. Йоу, мамай. Ты придешь к нам в театр? Да. Ты придешь к нам в театр? Да. Когда придешь? Театр. В театр. Когда придешь? Пойдет. Когда ты придешь? Кашан. Бугун. Бугун. Сегодня здесь уже. Ишай. Еще чуть-чуть, да? Еще Ишай. А нога, ну-ка сделай вот так. А нет, мама. Нога, что там? Болит? Да. Плохо? Это. Вот так. Там. Сустав? Да. Сустав? Да. Ая. Ая. Вот тут, там. Ага. Ая. Там. Ясно. Ну Иди. давай, лечись. Хикер. Ну ты акробат, потому что. Да. Ладно, давай, все. Лечись, приходи. Ладно? Спасибо. Давай. Маша, пожалуйста, что с тобой договорились? Пожалуйста. Будет хорошо? Ради театра. Она маленькая. Да. Маша, ты взрослый человек, да? Ну да. Ну, давай сделаем взрослый поступок. Да? Помиримся? Давай. Встань, пожалуйста. Ну, ради она тогда, ладно? Спасибо, да, конечно. Все, не бойся. Ну что вы, Больше все же хорошо никогда будет. не ударила, Все ладно? хорошо. Помиримся, ладно? И больше не деремся, хорошо? Не деремся, не ругаемся. Никогда так не делай, хорошо? Маша и Друг, все друзья, все. И я когда на башню иду, я когда на башню иду тоже, типа я специально ни о чем не думаю. То есть у меня, но это такая хорошая пустота, это как бы такая готовность. То есть вообще Вавилонскую башню невозможно играть, типа по каким-то шаблонам. Там, ты просто приводишь себя в состояние такой, как это, знаешь, типа вот мы, опять же, мои мастера говорили про то, что это типа наполненная пустота. Это, конечно, такая странная штука, но в том смысле, что как бы у тебя внутри есть такое место, воздух, такое пространство свободное, в котором есть очень, есть потенциал для такой очень тонкой, точной концентрации. И вот если ты попадаешь в это состояние, то ты как бы хорошо играешь. Что значит хорошо играешь? Получается. Как бы легкость такая получается. И как бы и спектакль как-то... Короче, приходится... Я все равно поняла, что, Быт. Извините. Быт. Хлопом. Это моя честь. Да. О, трусы из будущего. Да это вообще не мое. Да как же так могу, а? Блин. Что я пойду получать $500 000 000. Это твои слова или это слова фильма? Что-то фильм, да. Нет, не хочу фильм. Не хочу фильм слышать никакой песню, никакой фильм. Хочу слышать твои слова, твои личные. Вот что ты думаешь в этот момент? Вот что бы ты хотел сказать? Ты можешь даже сказать «привет». Да? «Привет» — это я. Но не надо цитировать что-то другое. Нам интересно про тебя, лично про тебя. Кто ты такой, что ты хочешь? Попробуй. Это может быть просто звук какой-нибудь, не обязательно слова. Можно просто начать звучать и посмотреть, что с голосом будет происходить. Просто открыть рот и посмотреть, какие из него звуки или слова. Попробуй, может быть, даже вот сейчас на месте, рядом с Денисом, попробуй что-то вот свое от себя. Нет, я просто говорю, что сейчас на душе просто скажи.
Всем здрасте. Я очень люблю и теплые дни, и холодные дни. Да. Течет водопад. Он состоит из состава лайма. И там, где водопад, там всегда есть остров, песок, пальмы, кокосы, бананы. А в холоде я чувствую, ну как-то уютно. Лежу, смотрю телевизор, пью свой любимый горячий напиток, шоколад. Наслаждаюсь зимой. Ёлка горит. Ну что я могу в принципе-то сказать? Все очень кайфово. Плохо штука. Классно, супер, спасибо, очень круто, Ростислав, большое спасибо. Вот смотри, на спектакле тоже, там будет еще чуть-чуть более все это, ну, возможно, потому что будет свет, звук, да, и ты, когда почувствуешь, если захочешь что-то сказать, чем-то поделиться, вот как ты сейчас поделился, ты сможешь выйти к микрофону, как и все, да, не обязательно там очереди ждать, там самое главное помнить, что начинает Маша, потом Бота, а потом кто хочет. Ага. Да, и ты можешь вот выйти и рассказать все, что хочешь. Это, ну, прочитайте. Ударник. Прикольно, да? Лепа растет в саду. Это комсомол какой-то. Лепа росла в саду. Значит, такой прикольный. Мне очень нравится. Что не могу рассказать. Лепа росла в саду, а где она еще растет? Так, на 5 дырок выше. Ну, смотри, я сейчас вон ту сверху надену, мы ее поднимем, посмотрим, как она по уровню. Возможно, я просто сейчас пока попал, когда нам мастер просто делал, он очень много вариаций наделал по уровню, по высоте. И какие-то из них должны быть правильными. А какие, это мы сейчас узнаем. Было бы, конечно, интересно попасть с первого раза. Да. Да. Ну, то есть он прям по центру светил, и мы ставили поодаль от него по сторонам ширмы. Я не знаю, я, может, конечно, много на себя беру, когда говорю, что это настройка там на спектакль через меня происходит. Но, мне кажется, все-таки оно так происходит, потому что, понимаешь, я даже чувствую иногда себя, когда вот я там начинаю какие-то инструкции давать или что-то. Я прям чувствую иногда, когда у меня такой мерзкий голос получается. Знаешь, то есть, когда меня что-нибудь бесит, я прям чувствую, что я выдаю, ну, как бы, то есть я инструкции даю мерзким голосом, таким, не чистой нотой, короче. Это же очень влияет, оказывается. Ну, это все влияет. Поэтому... Ну, это же хорошо, когда есть кому
кому помогать. Да. Красавица моя. Где его зовут? Роман. Че, ребят, поможете мне кубы вынести на сцену? Ауэс, пожалуйста, можешь Артуру, кто у нас? Да, Денис, Ростик. я могу Денис. кубы вынесем. Ростислав. Давайте. Будем проходить с этим, с Ростиславом. Мне кажется, что-то, чтобы как-то больше он влился, что ли. Ну, Что нужно? Ну, не знаю, чтобы он как-то... Он пока еще очень отстранен от всех. Он очень мужчинистый мужчина пока, А скажите мне, понимаешь? пожалуйста, Ну, это надо с опытом что... уже как бы Ну придёт. вот, окей, он пришел в нашу труппу, и они все пришли по-разному, да. Понятно, что сейчас как бы это вообще другие люди. Что в нем... Какой в нем триггер? Основной, который вы наблюдаете. Вот он пришел. Ну вот Маша к нам пришла, например, она, потому что дико социализирована, она не могла вписаться. Можно А, например, Анара, сейчас, подожди, а Анара, она, потому что она не социализирована, не могла вписаться. Вот где Ростислав в этом? А можно Катя сейчас скажет свое, как Да. она видит? Вот что мне в нем Мне вот интересно, сразу где видится. Ростислав? Смотри, во-первых, это мы заметили, когда с тележками делали перформанс, Да. что он абсолютно не хочет никакой помощи. Он самостоятельный, и когда он чувствует, что ему кто-то что-то может помочь, он это очень сильно сечет. То есть ему родители вдолбили в голову, Я не буду что выводов типа, делать. да, вот, Я не ага. знаю, кто кому что вдолбил. Я только знаю то, что я вижу, что он очень не хочет, и он очень себя позиционирует. Это сразу бросается в глаза. Да. Второе, что мне бросилось в глаза, видимо, это его как-то стимулируют родители или папа, я не знаю тоже подробности, но вот это его... Маскулинность. Маскулинность. Да, Да, мужчин. да. Он даже все вот как наши были 3 года назад. Вот это. То есть он садится вот так на репетиции. Вот так. То есть он вот такой заложник. Мне вообще, тела. знаешь, мне кажется, у Ростислава другой вопрос. То есть он проходит не такой путь, вот как наши особые проходили там 3 года Ну, назад. у них мягкая Он адаптация была. проходит путь, который проходили наши профики 3 года назад. Да, Потому жёсткий, что, жёсткий. потому Как что, это? потому что, смотри, Потому что он себя не ассоциирует с людьми с Особыми. Даун-синдромом, Да, во-первых, да. потому что он немножко другой, да, и вот эта вот вся история, когда история там отторжения, вот эти вот 3 шага, про которые ты говорила, да, он проходит вот этот вот путь свой другой, потому что он вот не с этой стороны, а вот с этой Точно, заходит. точно. Не, я Очень согласна, да. супер. У него он не считает Да. себя особым. Ну, в смысле, у него вот эта проблема. Это вот бота. Она как-то узнала мой номер телефона, и теперь мы с ней переписываемся. И теперь вот она мне присылает сердечки по WhatsApp. То есть любит. Она как-то мне письмо написала и подложила к Денису. Вот так вот. И я даже и не стал. Ну, то есть она подложила кому-то. А мне даже и не показала. А я все время отнекиваюсь, потому что я как раз таки задумался о будущем. То есть, какие у меня будут планы, квартира, дом. Почему работа не подходит твоим планам? Она очень приторно сладкая. И поэтому... Это как? Ну, я девушек по вкусу выбираю. А мне-то нужны настоящие
богине, чтобы она меня и наказывала, стирала, готовила, гладила. Но спросу, готовила мне ужин. Собирала меня с собой, если я буду работать начальником. Ну, чтобы она обед как-то продавала. Надо как-то... Он же ведь на самом деле еще, вот я все думаю, он же еще не так сильно знаком с каждым. Мы вот это по умолчанию как бы бросили его. У нас профдеформация случилась, да, и просто потому реально что, Ростислава вкинули вот в это все с осознанием того, как бы с подозрением, что он сам войдет в это все, поймет. А со стороны очень видно, что он еще не понимает. Я имею в виду, что у нас и времени не было особо перед спектаклем. Но сейчас просто нам надо наметить какие-то моменты, на что уделить внимание, потому что он еще индивидуально со всеми не знаком. То есть он знает, там, с тобой пообщался, со мной пообщался, с Денисом пообщался. Вы, как творческий состав, вы не перестали быть чуткими. То есть вы по-прежнему готовы объяснять, вводить и так далее. Профдеформация случилась в плане того, что вы понимаете алгоритм, как это работает, наконец. А на самом-то деле быть чувствительным по отношению к людям вы не перестали. Просто у Ростислава не было столько времени, чтобы войти в эту понятно, 4 года и 4 вот. дня, это, конечно, да. очень... И, конечно, он не вписывается, потому что просто столько времени не было, чтобы объяснить ему. А там же не только объяснить, есть как бы вот текст, а есть объем информации. И вот текст это как бы вы объяснили, а ему же надо еще все это осознать, то есть понять объем, чтобы в нем это перепрошилось, чтобы он в этом стал как-то вообще жить. То есть это его новая реальность. И с ним сейчас это начнет случаться. И я думаю, что через год мы увидим нормального Ростислава, как раз нашего инклюзивного, который вот прям про нашу труппу. Маша, тебе нужна помощь? Да. А где носочки твои? Я вообще не была. Нет, у тебя не было на голые ноги. Спасибо. Не было на голые ноги, были какие-то носочки. Катя, у Маши же были носки? Не на голую ногу же? А мне носки. Носки. Дай посмотрю. Так? Нормально? Да, нормально. Завязывай. Только очень туго, ладно? А сама умеешь? Не умею, совсем не умею. А если попробовать? Ну, не умею. Ну, попытку сделаем. Ну, не умею. Ну, мы сделаем попытку, а я дальше завяжу. Давай. Не умею я, реально не умею. Ну, покажи, как ты умеешь, и я посмотрю, умеешь ты или нет. Давай. Не умею я. Маш, чтобы уметь, надо попробовать хотя бы. Я вот этот завязываю, а ты левый, правый пробуешь. Окей? Давай. Делай попытку. Да? Конечно. Мне кажется, ты во всем талантливая девочка. Круто. Поближе вот так возьми. Вот. Так. Это прекрасная попытка. Смотри, как ты уверенно делаешь это, Маш. Вот, я только помогу, ничего страшного. Я просто помогу. Но ведь ты же попробовала, и у тебя почти получилось. Да? Да. Да. Давай. Где... Помнишь? Да. Да, где мы вот с фонариком, это ты уже знаешь, они вот здесь у нас. Что еще? Пойдем еще пройдемся, посмотрим. Кубики ты помнишь. Кубики, это что мы здесь делаем? Мы, помнишь, разбираем их. Разбираем и нас либо постройк. Да. То есть такие домики, да, получаются? Так, с кубиками ты знаешь. Дальше пойдем. А, вот и здесь нюанс есть такой, Ростислав, смотри. Видишь, вот это полотна. На них будут картины художника Брэдли. Но есть такой нюанс. Нам нельзя ногами, вот давай подойдем поближе, нам нельзя ногами вставать на этот холст. То есть, если я хожу по сцене, то я дохожу вот до сюда. И сюда уже не наступаю. Это тоже нюанс. Хорошо? Еще один момент пойдем покажу.
Помнишь, мы говорили, будет проектор? Вот он проектор. И теперь смотри, какой секрет. Сейчас он не работает. В общем, когда я встаю вот здесь перед ним, да, вот, я закрываю все изображение там. Вот, обернись, там на стене, видишь, мы чуть-чуть тень делаем. Поэтому, когда мы работаем на сцене, нужно стараться, чтобы чуть-чуть его не закрывать. То есть я могу пройти, не бойся, пройти я могу быстренько, походить я могу, но чтобы вот так долго тут не застревать. Но полгода театра не было как бы физически, а так-то мы все равно что-то пытались сделать. То есть, ну, да, мы понимали, что надо все равно связь поддерживать. Поэтому мы сначала в мае, в июне запустили «Сказки на ночь». То есть мы, все, кто хотел, там через день или там несколько раз в неделю в прямом эфире в Инстаграме читали сказки. Все читали, типа и обычные, и особые артисты читали. Очень прикольно было. Потом приглашенные у нас тоже люди читали. Вот, потом я нашла, поскольку в карантине у меня было дофига времени смотреть много хорошего театра, то я нашла очень прикольный проект. В основном мне очень нравится, как люди двигаются. Как только успокоюсь, я к ним присоединюсь. А что, волнуешься сейчас? Ну, сейчас нет. Почему тебе надо успокоиться? А? Почему тебе надо успокоиться? То есть такой кратчайший испуг. Боишься чего? Если честно, из-за ошибок. Ну, куда-то наступить, что не то сделать. Так как сегодня последний день, похожу, потанцую, и все это спадет. Ага! Артём, как мы так тебе заградили, это нелогично. В смысле? Ну, дорогу заградили. Вон же дорога. А телега проедет? Я ж провез это сюда. А есть еще перепление на... Да, я найду, я сама поставлю. Ты, главное, дырки оставляй сбоку. Здесь просто вот она... Эти я сделаю, ничего. Видишь? Я сделаю. С одной стороны. Я найду шурупчики. Это неправильно сейчас стоит. Вот же. Ну, вроде как будто все время что-то происходит. Хотя мы можем как бы, ну, типа, просто по домам сидеть. Но все равно у меня такое ощущение такой наполненности от этого проекта, потому что все равно периодически там что-нибудь бота напишет, знаешь, типа из серии «Катя, как дела?» Типа, что делаешь там? Ну, что-нибудь такое. Поэтому все время чувствуешь связь с проектом, там, смотришь, там, Халик там какие-нибудь блоги свои ведет. То есть, ну, все время какая-то информация поступает. А как бы, ну, собраться, само собой, все счастливы физически. Все у меня. Нет, я за братом. А за тобой брат придет? Да. Все, ладно, я ушел. Ребят, там уже ждут родители. Все, пока. За тобой пришли? Год уже выпустили, кстати.
она видела сестренка или кто это? Я же хотел... Это твоя сестра? Который вот отрыжку. По идее, да. Да? По имени? Ну, значит, папа за тобой пришел. Да, все, собирайся. Ничего не забыл? Сама не уходи, если мама ушла. Я сейчас давай, глянь и не выходи. Все, я тоже приду сейчас. Мама там? Ага. Халь, иди, папа. До завтра. Смотри. Ваше расписание есть? Постоянное внимание. Вот мы сейчас двигаемся по этому расписанию. Сейчас, там, вот после 3 лет, ребята супер подготовлены. Ну, и вообще мы все, не то что ребят, а как бы вот вся труппа, она такая очень пластичная сейчас. Не в смысле того, что двигаться хорошо умеет, а в смысле того, что у нас как бы под рукой много инструментов теперь. И они спокойно, то есть они под рукой вот так вот легко, очень спокойно происходят. И поэтому, я, честно говоря, вообще не волнуюсь. Мы это... Нет, конечно, там будет какая-то энергия, ну, понятно, что надо будет настроиться именно по энергии, что все давно друг друга не видели, все будут там веселиться слишком, может быть, там в какой-то момент. Но в смысле вот того, что там мы не помним спектакль, вообще не переживаю. Помним, конечно, ну, вспомним. Давайте, а теперь сделаем нашу штуку, да? Сейчас уже придут зрители. Давайте все на Ильёра, что ли, руку Пойдем. Что кричим там? Что говорим? Кто-то выбирает себе чайники, кто-то спички, кто-то очки, кто-то ящики. Любое слово. Я выбираю Бога. И Бога, видимо. Кто-то, давайте, ящики, очки, спички, Бог. Ящики, очки, спички, Бог. Любое слово. Раз, два, три. Зрители уже приходят, поэтому ждем зрителя в гримерке. Пойдем, Сколько? Что, костюмы некоторые не любят. Кто? А, там же в тазике. Но, Ильёр, мы все знаем. Я знаю такие. Ну, мне... Я думал, вот такая вот, которую одеваете на плечи. А есть еще, например, на плечи, там такие вот 3, она очень туда стыкивается. Ну, тоже позвоночник. Плохие советы лучше не брать. Ничего не помочь. Катя сказала? Не, ну почитай, она съела, Мы актеры, роботы, ничего не думаем, только они правила шмагела. И там такие, там такой любовный Все говорят. Баварская башня. Убедительная просьба. Пожалуйста. Выключите звук своих мобильных телефонов. Вы можете снять это на видео и фото, только без вспышки. Будем рады, если вы оставите отзывы об этом спектакле. Приятного вам вечера. Приятного вам вечера. Благодарим за внимание. Спасибо вам. Mm-hmm.